сердце африканской саванны произошла история, которая перевернула представление о мире животных. Самка антилопы усыновила львенка после смерти его матери. То, что произошло спустя годы, вас шокирует. Сотрудники заповедника Крюгера были в шоке, когда впервые увидели это. Грациозная импала стояла рядом с крошечным львенком, которому было всего несколько дней. Его мать убили браконьеры, и детеныш остался один. Но вместо того, чтобы убежать, как подсказывает инстинкт, антилопа, которую назвали Грейс, осталась. Она начала заботиться о малыше, которого позже назвали Лео. Кормила его своим молоком, согревала по ночам, вылизывала как собственного детеныша. Лео рос рядом с ее родным детенышем, стараясь подражать ему. Это казалось невозможным. Хищник и его естественная добыча жили как семья. Сотрудники заповедника понимали, рано или поздно это закончится. Львенок рос, и его природа давала о себе знать. Но Грейс будто понимала больше. Она начала подводить Лео к останкам добычи других хищников, позволяя ему пробовать мясо. Она учила его быть львом, несмотря на то, что сама была его жертвой по природе. Со временем Лео становился сильнее. Многие критиковали сотрудников, мол, такой лев не выживет в дикой природе. Но произошло удивительное. Он учился контролю. Если он играл слишком грубо, Грейс останавливала его. Если пытался охотиться на других антилоп, она вставала между ним и стадом. Она словно учила его не только силе, но и сдержанности. Настал момент испытания. Когда Лео было около 8 месяцев, на территорию пришли молодые львы. Они увидели в нем соперника и готовились убить. И тогда случилось невероятное. Маленькая антилопа встала между ними и Лео. Она не убежала, не отступила, она защищала его. В этот момент Лео издал мощный рев. Уже не как детеныш, а как настоящий лев. Это заставило чужаков отступить. После этого сотрудники приняли решение. Лео должен жить среди своих. Его перевезли в другой заповедник, где не хватало самца в прайде. Сначала его приняли настороженно. Он пах как антилопа и не проявлял привычной агрессии. Но у него было то, чего не хватало другим – терпение и необычное поведение. Он не пытался силой занять место в стае. Он постепенно завоевывал уважение, добывал пищу, делился, защищал территорию без лишней жестокости. Через полгода его полностью приняли. Прайд начал процветать. Но самое удивительное было впереди. Этот прайд почти не охотился на антилоп. Даже когда это было легко, они избегали их. Лео словно передал своим сородичам урок, полученный от Грейс. Спустя годы он стал сильным лидером и отцом, а Грейс дожила до старости. В день ее смерти сотрудники заметили, Лео стоял на границе своей территории, смотрел в сторону стада антилоп и издал долгий печальный рев. Эта история напоминает, природа – это не только борьба и выживание, иногда это выбор, проявить сострадание вопреки инстинктам. Грейс доказала, что забота может разрушить границы, а Лео, что даже хищник может помнить добро и нести его дальше.